Всем привет! Сегодня будем делать вешалку из металла, дизайнерскую. Расскажу все нюансы, подробности. Ну что ж, давайте смотреть, что получится. Итак, для начала мы отрезаем все заготовки по прямой. Я использую трубу 20 на 20, стенка 1,2. Это оптимальная труба для такого рода вешалки. Трубы по прямой мы нарезали. Теперь нарезаем пруток для крючков. Пруток 10, нарезаем по 70 миллиметров. Крючки нарезали. Теперь нужно снять заусенку. Советую снять это на вулканите, либо на точиле, потому что болгаркой будет некрасиво. У нас все элементы нарезаны по прямой, все элементы, которые нужны в принципе для этой вешалки изготовления. Такая вешалка. Сейчас это у нас основной каркас, это у нас внутренние элементы. Основной каркас по периметру будем сейчас зарезать под 45 градусов. Внутренние элементы будем зарезать согласно чертежу, но я потом расскажу, как в принципе вам без чертежа сделать это все. Все швы от трубы, который шов заводской, лучше, конечно, использовать вовнутрь. То есть зарезы делать внутренние под 45 градусов, чтобы они смотрели внутри. Снимаем заусенцу. Ребята, итак, прямое включение с места событий. Сейчас посмотрим, что я уже сделал. Все заготовки подготовил. Под 45 градусов, там где нужно, позарезал. На каркасе основном, на внутренних элементах.
Сейчас будем прихватывать, собирать каркас. Ну, конечно же, через угольник. Наблюдаем дальше. Глаза. Так, теперь проверяем диагонали. Есть. Ребят, очень важно ставить прихватки на углах. Только на углах. Не на внутренних частях, а на углах, чтобы можно было диагональ в конце концов немножко подыграть потом. Когда вы выставили диагональ, можно уже в принципе и на внутренних частях ставить прихватки. Глаза. Отмечаем, на какой высоте у нас должна быть эта перемычка. Размер этой вешалки в данный момент у нас получается 800 на 1000 высота. Вы можете делать в принципе любые габариты, абсолютно любые. Итак, дальше мы разложили внутренние элементы согласно чертежу. Ну, пока так, приблизительно в принципе. Как без чертежа резать трубы? Можно просто куски трубы отрезать с запасом, потом сделать метки и отрезать уже под нужный вам размер и дизайн. Можно так, как угодно, в принципе, можно сделать какой-то рисунок. Ставим прихватки через магнит. Одинаковое расстояние. Итак, прихватки у нас есть, везде поставили. А теперь мы должны это все дело обварить
и зачистить. Обварку начинаем с другой стороны, чтобы не повело конструкцию. Сразу же быстро переворачиваем и варим с другой стороны. Ждем остывания и потом зачищаем. Так, изделие подостыло. Теперь можно, в принципе, зачищать плоскости. Обычно я зачищаю лепестковым кругом зерно 40. Но он должен быть плоский. Ну, лично я привык плоскими кругами КЛТ. Напишите вы в комментариях, какими кругами вы зачищаете. Ребят, почему плоский круг? Почему не тарельчатый? Чтобы не было ям, чтобы получился такой более-менее шов ровный по плоскости. Но лично я привык этими кругами работать плоскими, мне очень удобно. Меньше ям получается. Вот бывает попадаются такие кратерки от сварки. Без них никуда не деться. Их нужно просто подваривать. И дальше зашлифовывать. Вот так и все. Ну все, зачищаем дальше. Всех всегда мучает вопрос: дырка либо отверстие. Тут дырка либо отверстие. Мне кажется, лично мне кажется, что дырка — это результат механического повреждения, а отверстие — это тщательно спланированное механическое воздействие. Итак, каркас зачистили. Теперь варим верхнюю полку для шапок. Накладываем на этот же каркас, чтобы были идентичные размеры. И для начала прихватываем. Делаем прихватки. Теперь выставляем по уголку. Аккуратно поставили. И по уголку выставляем. Смотрим, чтобы здесь сходилось, было вровень, либо за подлицо, как кому удобно.
Проверяем вровень с двух сторон. Прихватываем со всех сторон. Далее обвариваем. Чуть не забыл, нужны сюда будут прутки сейчас. Итак, прутки я подготовил, 4 штучки. Сейчас будем их варивать. Единственное, только поддобавлю на полную мощь. И будем прихватывать ровень с другой. Можно через магнит. Рисочки я поставил. Так, с этой стороны готово. Сейчас обварим с той стороны немножко. Вот так у нас моточки мы поприхватывали. Этого достаточно. Сейчас приварим петельки, чтобы на стену вешать. Так, петельки у нас заранее подготовлены.
Итак, вешалка почти готова. Я разметил под крючки, где они должны быть. Сейчас мы на прихватке ставим крючки. Обычно это 45 градусов. Обычно. Я беру 70 миллиметров от самого стола приблизительно. Плюс-минус ставим прихватки, потом, если что, мы подровняем. Их будет у нас 12 штук. Можно больше, можно меньше. Можно на разных расстояниях. Как кому удобно. Где-то подравниваем. И смотрим со стороны. Вот плюс-минус все где-то ровно. Потом еще раз проверяем. Все, теперь можно обваривать и снова зачищать. Ребят, ну что, вешалка почти готова. Сейчас мы накрасим губки немножко и будет готово. Смотрите, можем покрасить ее как угодно. С баллончика, порошковой. Нет порошковой, можно эмалью покрасить. В принципе, все равно, чем красить. В данный момент крашу порошковой. Есть порошковый.
Так, проверяем, есть ли недокрас у нас. Если есть, будем докрашивать. Так, вроде бы все хорошо. Тут хорошо, и тут хорошо. Ребят, ну что, вешалка готова, давайте смотреть на результат. Ребят, вот результат нашей работы. Получилось вроде бы как неплохо, дизайн неплохой. Сейчас будет запаковываться и отправляться клиенту. Теперь вы можете обязательно сделать ее сами. Если какие-то вопросы остались, можете задать их в комментариях. Так что, если видео понравилось, можете подписаться, позвонить в колокол. Будем снимать еще. На этом все, пока.